Добро пожаловать во вторую часть вязания Антонио. В первой части мы уже связали руки, и в этой части мы будем вязать ноги. Перед началом вязания оставляем кончик около 30 сантиметров. Он короче, чем для рук. Это также кончик для пальцев. И с этого места начинаем вязать. Набираем 6 воздушных петель в цепочку. 3, 4, 5, 6. И со второй петли от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Получится такая деталь. Делаем воздушную петлю и будем вязать также по стенкам. Сначала по одной стороне, затем по другой стороне. По первой стороне провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И переходим на другую сторону и провязываем столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Прибавка. И в последнюю петлю в столбик. В ряду получится 12 петель. Временно оставляем нить и переходим на вязание пальцев. Пальцы я вяжу по аналогии с руками, только делаю более короткие цепочки. Вяжу вот в основании первого ряда, ввожу крючок в первую петлю, захватываю и вывожу нить и провязываю 3 воздушные петли. Со второй петли от крючка 2 соединительных столбика. 1, 2. И соединительный столбик туда же в основании ряда. Соединительный столбик в следующую петлю. Две воздушные петли. Соединительный столбик во вторую петлю от крючка. И соединительный столбик в основании. И следующие 3 пальца я провязываю также, только делаю одну воздушную петлю. Пальцы также можно связать вторым способом, если вам они кажутся слишком длинными или большими. Второй способ отличается от первого тем, что на первых 2 пальцах после вязания цепочки я не делаю соединительные столбики по цепочке, а сразу делаю соединительные столбики в основании. Подробнее описание можно найти на моем сайте, там описаны оба способа.
И мне осталось довязать последний палец, мизинец, соединительный столбик, 1 воздушная петля и соединительный столбик в ту же петлю. Кончик я завожу внутрь, так же как и при вязании руки. И там его и прячу. И возвращаемся к вязанию ноги. Следующие 2 ряда свяжите по 12 столбиков без накида, без изменения. Здесь я ввожу метку конца ряда. Я использую более тонкую нить. Вот так прокладываю перед началом вязания первого столбика следующего ряда. Ввожу крючок в первую петлю и провязываю столбик, вот так оставляя эту нить внутри столбика. И дальше довязываю ряд 11 столбиков. Вот так у меня будет выглядеть метка. И затем еще один ряд полностью провязываю 12 столбиков. Так выглядит деталь. Перекидываю метку конца ряда. В следующем ряду, начиная с первой петли, провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь нужно сделать 2 убавки. Вот с этого края будет первая убавка. Я ее делаю невидимую. И из следующих 2 петель также провязываю убавку. И оставшиеся петли провязываю столбиками. 3 столбика без накида. В этом ряду будет 10 петель. Кончик этот, если мешается, его можно спрятать внутрь. Теперь вяжем воздушную петлю, поворачиваем вязание и провязываем, начиная с первой петли, столбик, прибавку, столбик, прибавку, и в пятую петлю столбик. Мы заняли последние 5 петель предыдущего ряда, и у нас здесь 7 петель за счет 2 прибавок. Делаем снова воздушную петлю
И во все вот эти 7 петель провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Это мы вяжем пятку. Теперь снова поворачиваем. Петлю подъема уже не делаем. Воздушную петлю. И сразу с первой петли столбик. И здесь нужно сделать убавку. Здесь я делаю обычную убавку. Так потом выглядит лучше, чем невидимая убавка. Снова столбик, убавка, и в последнюю петлю столбик. То есть мы сузили те прибавки, которые делали до этого, и снова получили 5 петель. Поворачиваем вязание. И в этом ряду провязываем убавку. Я снова делаю обычную убавку. Столбик и убавку. Получится 3 петли. Немного сложный момент. Надо попасть в последнюю петлю. Вот. 3 петли на крючке и убавка. Поворотные ряды мы закончили. Здесь у нас 3 петли осталось. Теперь нам нужно вязать в боковую часть, вот в эту. Всего нужно связать 3 петли. Распределите примерно, чтобы расстояние между петлями было одинаковое. Сюда я свяжу первую петлю. Сюда вторую. И в уголок третью. Теперь вяжем по передней части, вот по этой. Здесь у нас 5 петель. Будем вязать только за одну стенку, за внешнюю. Вот эту. Провязываем столбик. Снова за одну стенку только. Прибавку. Снова столбик. Прибавку. И в пятую петлю за одну стенку столбик. И после этого переходим на второй бок. Здесь нам тоже нужно связать 3 петли. 3 столбика. Первый столбик получается в уголок. Раз.
2 и 3. Уже сформировалась нижняя часть пятки. И вязание пошло вверх. Здесь в начале следующего ряда довольно трудный момент. Нужно вот из этих 3 петель, которые у нас оставались в результате вязания поворотными рядами, вот эти 3 петли нужно связать тройную убавку. Я делаю невидимую, ввожу крючок за одну стенку последней петли, затем второй и затем первый. Получается 3 петли на крючке, и захватываю нить и провязываю столбик. Здесь нужно нить держать сильно натянутой, чтобы не получилось отверстий. Здесь у нас получается конец ряда, 14 столбиков в ряду. И вот эта ниточка конца ряда мне не нужна, я ее достаю и начинаю отмечать конец ряда с этого места. До конца вязания ноги конец ряда должен всегда находиться на середине задней части ноги. Если произойдет смещение, то необходимо будет провязывать одну петлю смещения. Я покажу, в каких местах у меня это происходит и как это делать. В следующем ряду провязываем так: 12 столбиков без накида и последние 2 петли убавка. И еще один ряд наоборот: сначала убавка и петли до конца без изменений 11. Итого в ряду будет 12 столбиков. Вот так будет выглядеть. Нога поднимается вверх уже. И здесь нужно набить. Вот здесь, в этом месте, немного наполнителя добавить так, чтобы нога не была плоская, а чуть-чуть расширилась. И дальше плотно набиваем пятку. Набивка сейчас нужна вот по эту часть примерно, минус 2-3 ряда, чтобы нам было хорошо видно, где у нас конец ряда, чтобы нога была расправлена все время. Набивка поможет ориентироваться по ниточке и вовремя делать смещение. Перекидываю конец ряда на другую сторону и вяжем следующие ряды. Следующий 13 будет прибавка, столбик, прибавка, 8 столбиков, и в последнюю петлю прибавка. И 2 ряда провяжите без изменений, 14 и 15 ряд по 15 столбиков без накида. И после провязывания этих рядов наполняем еще ножку примерно на 3 ряда. Вот так уже будет выглядеть нога. Там внутри у меня наполнитель. Проверяем конец ряда. У меня пока нет никакого смещения. Идет ровно по середине задней части. Вот так хорошо видно. Если посмотреть спереди. Следующий ряд. Провязываем убавку. Убавку я здесь делаю снова невидимую. Столбик. И еще одну убавку. Пять столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И снова убавка, столбик и убавка. Убавки здесь расположатся
симметрично слева и справа. В ряду должно получиться 11 петель. Снова обратите внимание на смещение конца ряда. У меня нету. В следующем ряду провязываем убавка. Два столбика без накида. Раз. Два. Теперь будем вязать коленку. Коленка должна расположиться на 4 петлях по центру передней части ноги. За одну стенку, за внешнюю, вводим крючок и провязываем прибавку. В следующую петлю тоже за одну стенку и прибавку. И так нужно провязать 4 прибавки подряд. И получится коленка. В следующую петлю снова за одну стенку прибавка. И последний раз прибавка. Получается, уже хорошо видна коленка. Эти петли прибавки выпирают. И довязываем ряд до конца. Остается 3 петли, в которые провязываем 3 столбика без накида. В ряду получится 14 петель. Здесь смещения никакого не делаем, даже если у вас кажется, что сместился конец ряда. Смещение провязывать нельзя, иначе у нас сдвинется узор коленки. В следующем ряду провязываем 13 столбиков здесь в каждую петлю за обе стенки, и в конце прибавка. Получится 15 петель в ряду. И следующий ряд нужно немножко сузить над коленкой. Снова не обращаем внимания на возможное смещение. Перекидываем нитку конца ряда и вяжем 19 ряд. Прибавка. Ниточка должна остаться до крючка. Столбик. Прибавка. И столбик без накида. Из следующих 2 петель делаем убавку. Я делаю здесь невидимую. И вот этой убавкой мы немного сужаем те прибавки, которые мы вязали 2 ряда назад. Всего там было 4 прибавки, но сверху мы сделаем только 2 убавки. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Снова убавка из 2 следующих петель.
И заканчиваем вязание ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В ряду получилось 15 столбиков. Итого. И вот такая нога. С двух сторон покажу. В следующем ряду увеличиваем до 17 петель. Первую петлю вяжем прибавку. Затем 3 столбика без накида, прибавка, и до конца ряда 10 столбиков. Будет 17, и затем один ряд 17 столбиков без накида, без изменений. И набейте примерно до конца коленки. Вот так должна выглядеть нога. При набивке уделите внимание вот этой задней части на нижней половине ноги, а также уделите внимание коленке с передней части ноги, чтобы коленка явно выпирала. И теперь у меня сместился конец ряда. Явно видно, что на одну петлю из-за вот этой прибавки у меня произошло смещение. Здесь мне, чтобы выровнять, я провяжу дополнительно один столбик и буду считать это место концом ряда. Смотрите, как у вас. Я думаю, что должно получиться так же. И теперь здесь перекидываю ниточку конца ряда и продолжаю вязать дальше. В следующем ряду провязываем 11 столбиков. Здесь закрепляем нитку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если наполнитель мешается, можно его временно достать и затем положить обратно. 7, 8, 9, 10 и 11. И оставшиеся 6 петель нужно провязать убавками. Убавки делаю невидимые. Раз убавка. Два убавка. И последняя, третья убавка. В ряду будет 14 петель. И с этой стороны мы сильно сузили ногу. И остается связать 14 столбиков без накида и уже сужать ногу. Наполнитель обратно я сейчас положу.
коленку. И снова смотрим на конец ряда. У меня явно произошло снова смещение на одну петлю. Это хорошо видно. Поэтому я снова провязываю дополнительный столбик. Столбик смещения. Перекидываю нитку конца ряда, чтобы зафиксировать это смещение. И вяжем следующий ряд. Провязываем убавку. Семь столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова убавку. И оставшиеся 3 столбика провязываем просто столбиками без накида. В ряду получится 12 петель. Такая вот нога получилась. Остается нам сузить верхнюю часть. Сейчас в ряду 12 петель, и мы сужаем этот ряд и закрываем отверстие. 8 столбиков без накида и 2 убавки, будет 10 в ряду, и следующий ряд 5 убавок получится. 5 петель, и после этого нужно набить всю деталь до конца плотно и стягиваем отверстие, вытягиваем нить немного, отрезаем. Вот эту нить уже можно достать. И по аналогии с рукой стягиваю отверстие, кончик закрепляю и прячу внутрь. Вот так будет выглядеть нога. Покажу со всех сторон. Теперь нам остается сделать шарнир. Нога у нас левая. Значит, с этой стороны, где у нас большой палец, по внутренней части будем вязать шарнир от последнего отверстия. Спускаемся на 1, 2, 3, 4, 5 рядов вниз. Примерно это будет середина вот этой верхней части ноги. И находим среднюю петлю, чтобы расстояние справа и слева было одинаково. И в нее будем вязать. Вводим сюда крючок и выводим соседнюю петлю. Присоединяем нить. Делаем воздушную петлю. Это будет петля вместо первого столбика. Теперь вводим крючок в
то же место и выводим в то же место кончик. Прокладываем, чтобы закрепить, и провязываем столбик. Вводим крючок в ту петлю, где он только что вышел, и выводим на один ряд выше. Все по аналогии с рукой. Шарнир точно такой же. Захватываем нить, провязываем столбик без накида, и в ту же петлю провязываем еще один столбик без накида. Вводим крючок в ту же петлю, откуда он только что вышел, поворачиваем в другой бок и выводим через одну петлю. Захватываем нить, провязываем столбик, и в ту же петлю еще один столбик. Это будет третья прибавка, и останется связать еще одну прибавку, опускаясь вниз. Выводим крючок в ту петлю, где он первый раз заходил, и вяжем 2 столбика без накида в эту петлю. Вот здесь он вышел, первый столбик, и второй столбик туда же. У нас снова получилось 8 петель, по которым нам нужно снова провязать прибавки. Начинаем с первой петли, вот так по кругу провязываем прибавки в каждую петлю, получим 16 петель в ряду. Далее снова провязываем каждую петлю по столбику, будет 16, и еще один ряд также по 16. Расскажу один маленький нюанс. На ногах я расположила шарнир посередине вот этой внутренней части ноги, по центру. Вот в этом случае ноги будут в положении сидя, когда вот здесь пойдет тело вверх, ноги будут вот так немножко в бок располагаться, а в положении стоя нога будет располагаться прямо. Вот у этого малыша я чуть-чуть сдвинула шарнир, и в положении стоя они у него немного косолапые, а в положении сидя, наоборот, прямые. Если вы хотите сделать так же, то нужно шарнир начать вязать не по центру, а сдвинуть хотя бы на одну петельку в бок. То есть связать шарнир вокруг петли на одну ближе вот к этой части, к коленке. Тогда ножка немного повернется, и когда уже будет готовое тело, то она будет стоять вот так вот, как у этого малыша, вот так. А сидя, соответственно, будет прямо. Тут уже по вашему желанию, как хотите. Я буду вязать вот так по центру. Теперь на этих 16 столбиках мы делаем 8 балок. Напоминаю, что здесь, как и на руках, я делаю обычные убавки, так как эта деталь внутри будет, и мне так просто удобнее здесь вязать. Вот так будет 3 петли на крючке, и тогда я провязываю убавку. И повторяю еще 7 раз. Три петли на крючке и довязываю. Итак, шарнир разогнется, и когда до конца довяжете, то нужно снова набить плотно-плотно, хорошо расправив вязание. Вытягиваем нить
подлиннее немножко. Отрезаем, чтобы стянуть отверстие. И кончик прячем сюда. Шарнир опять не должен быть сильно такой выпирающий. Немножко его приминаем. И переходим на вязание второй ноги. На второй ноге провязываем по аналогии 6 петель, 5 столбиков и второй ряд, и переходим на вязание пальцев. Меняем направление пальцев. Начинаем с мизинца. 3 пальца у нас на предыдущей ноге были связаны воздушная петля и соединительный столбик, поэтому здесь повторяем 3 пальца точно так же. И 2 пальца оставшиеся вяжем соединительный столбик, 2 воздушные петли, соединительный столбик во вторую петлю от крючка и соединительный столбик в основание, и большой палец, соединительный столбик в основание, три воздушные петли, две соединительные, раз, два, и соединительный столбик основания. Вытягиваем нить. И точно так же этот кончик прячем внутрь. Все, пальцы готовы. Продолжаем вязать ногу. Здесь следующие 2 ряда по аналогии с первой ногой. Здесь мы провязываем 2 ряда по 12 столбиков без накида. И вот в этом месте, чтобы нам сместить пятку, делаем дополнительный столбик. И вот здесь будет конец ряда. Я в этой части до пятки не буду нитку использовать конца ряда. И если используете, то ее нужно здесь перекинуть. Далее провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и делаем 2 убавки. 1, и 2. Убавки делаю невидимые. И переходим к поворотным рядам. Делаем воздушную петлю,
Укорачиваем вязание. И пятку вяжем так же, как и на первой ноге. Напомню, здесь будет столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, воздушная петля, 7 столбиков без накида, убавляем до 5 и убавляем до 3. Вот так будет выглядеть нога. И следующий ряд точно так же по аналогии. Нам нужно связать 3 столбика по боку. Затем по этой стороне делаем аналогично столбики и прибавки, 3 петли по боку, и из этих 3 петель делаем тройную убавку. В ряду будет 14 столбиков. Вот так будет выглядеть начало правой ноги. Здесь я прокладываю снова ниточку конца ряда. И следующие ряды свяжите по описанию, которое вы здесь видите. Они совпадают, кроме одного ряда, с описанием первой ноги. Смотрим, не сдвинулся ли конец ряда. У меня он находится по центру. Здесь ниточку конца ряда я перекидываю, и в следующем ряду будем вязать коленку. Вяжем 3 столбика, 1, 2 и 3. И следующие 4 петли будем вязать прибавки только за одну стенку, за внешнюю. Вот так. По 2 столбика в каждую петлю. 1, 2, 1, 2, 1, 2 и 1, 2. Эти 4 петли, которые мы вязали, должны находиться по середине передней части. И довязываем ряд, 2 столбика и убавка. В ряду будет 14 петель. Вот так получилось тоже коленка на этой ноге. И дальше не забывайте набивать деталь вовремя. И далее довязываем ногу до конца по описанию. Следите обязательно за концом ряда. Если он смещается, то нужно делать петлю смещения. Концы отверстия стягиваем, предварительно набив всю ногу. Вот так выглядит у меня вторая нога. Итого здесь у меня получилось смещение тоже в 2 местах, как и на первой ноге. Сравните обе ноги, они должны быть симметричные. И на второй ноге осталось связать шарнир. Здесь у нас шарнир с внутренней части по стороне большого пальца, поэтому здесь тоже по аналогии с этой стороны отступаем 5
рядов и ищем по центру петлю, вокруг которой навязываем аналогично точно такой же шарнир. Вот так будут выглядеть две готовые ноги. Вот здесь у нас большой пальчик, если выпирает, я его немножко прижимаю. Симметричные должны быть ножки. Посмотрите со всех сторон. Итак, у нас готовы ноги и руки, которые мы связали в первой части вязания. По желанию вот эти места у ног также промазываем либо акриловым лаком, либо клеем ПВА и оставляем засыхать, как и на руках. И эти части пока откладываем, и в следующей части, в третьей, мы будем вязать тело и постепенно будем вязывать сначала ноги, затем руки. До встречи!